В 1977 году выходит фильм «Звездные войны», картина, положившая начало одной из крупнейших киноэпопей в истории. Фильм стал самым кассовым проектом своего времени и совершил настоящую революцию в области визуальных эффектов. Созданная режиссером Джорджем Лукасом, космическая сага быстро превратилась в культурный феномен мирового масштаба. Но для истории роботов он важен по другой причине. Именно здесь появились C-3PO и R2-D2, персонажи, которые показали, что роботы могут быть не только злодеями или бездушными машинами, но и полноценными героями, способными вызывать у зрителей симпатию и сопереживание. Фильм демонстрирует десятки роботов самых разных типов и назначений. Одни занимались переводом и дипломатией, другие ремонтом техники, медициной, охраной или энергоснабжением. Однако главная роль среди машин досталась двум дроидам – C-3PO и R2. Именно им была отведена роль полноценных героев, находящихся в центре многих ключевых событий, наравне с Люком Скайуокером, Ханом Соло и принцессой Лией. Более того, многие события фильма зритель наблюдает именно через их призму. C-3PO содержит множество древних деталей, благодаря утилю, из которого он был собран, и из-за этого постоянно попадает в комические ситуации. Но основная функция C-3PO как протокольного дроида — консультации по этикету и переводу, так, чтобы встречи разных культур проходили гладко и безукоризненно. Его специальный модуль позволяет ему свободно общаться 6 миллионами способов. В противоположность болтливому C-3PO, его приятель R2 был мастером действия. Этот астромеханический дроид постоянно взаимодействует с компьютерными системами, взламывает электронные замки, получает доступ к закрытым терминалам и помогает героям выходить из самых сложных ситуаций. По сути, перед зрителем один из первых популярных экранных персонажей робота-хакера, хотя самого этого термина в фильме еще не использовали. Однако его основная специализация была совсем другой. R2 являлся астромеханическим дроидом, бортовым инженером и помощником пилота, отвечавшим за работу систем космического корабля. Именно эти навыки оказываются решающими в финале фильма. Во время атаки на звезду смерти R2 помогает поддерживать работоспособность машины в бою и сопровождает пилота во время решающего штурма. В результате именно этот небольшой дроид вносит свой вклад в уничтожение самой мощной боевой станции Империи. Конец 70-х годов ознаменовался выходом еще одного фильма, который впоследствии превратится в масштабную медиафраншизу, породив множество продолжений книг, комиксов, компьютерных игр и игрушек. Это научно-фантастический фильм ужасов «Чужой». По сюжету экипаж грузового космического корабля Ностромо получает сигнал бедствия с неизвестной планеты. Выполняя инструкции компании, астронавты отправляются на ее исследование, где обнаруживают следы загадочной внеземной цивилизации. Перед высадкой на планету зритель видит вполне обычный экипаж из 7 человек. Каждый член команды выполняет свои обязанности, общается с коллегами и выглядит абсолютно естественно. Именно поэтому последующее открытие оказывается столь неожиданным. Все это время на борту корабля находился робот, которого никто не мог отличить от человека. Исследуя планету, один из членов экипажа обнаруживает яйцеподобные объекты. От его прикосновения одно из яиц раскрывается, и из него выпрыгивает лицехват, который прожигает дыру в шлеме скафандра и присасывается к лицу мужчины. Его без сознания доставляют в медицинский блок вместе с неизвестной тварью на голове и пытаются снять монстра, который его удушает.
И всем этим процессом руководит научный офицер Эш. Вскоре становится ясно, что вместе с людьми на Нострому оказался смертельно опасный инопланетный хищник. Один за другим члены экипажа становятся его жертвами, а ситуация постепенно выходит из-под контроля. По мере развития событий офицер Эллен Рипли начинает подозревать, что руководство компании скрывает истинные цели миссии. Получив доступ к бортовому компьютеру, она обнаруживает секретные инструкции, согласно которым экипаж и грузовой корабль считаются расходным материалом, а главной задачей является доставка инопланетного организма на Землю для дальнейшего изучения. После этого становится ясно, что научный офицер Эш с самого начала знал о существовании этих приказов и действовал в интересах корпорации, что приводит к открытому противостоянию между ним и остальными членами экипажа. Именно в этот момент раскрывается одна из главных тайн фильма. Эш оказывается не человеком, а высокотехнологичным андроидом. К всеобщему удивлению, под внешностью обычного человека скрывается сложный механизм с искусственной плотью и электронной начинкой. Для зрителей 1979 года это стало настоящим шоком, ведь до этого момента ничто не выдавало в нем робота. Подключив обездвиженного андроида к компьютерным системам корабля, экипаж узнает всю правду о происходящем. Оказывается, что корпорация заранее рассчитывала заполучить инопланетный организм, а судьба команды ее совершенно не интересовала. Эш лишь выполнял встроенную в него программу, действуя в интересах компании. Получив ответы на свои вопросы, экипаж окончательно уничтожает андроида, положив конец его миссии. В том же 1979 году советский кинематограф отвечает за опаду собственной истории о роботе. Если американские фильмы все чаще показывали искусственный интеллект как потенциальную угрозу или инструмент корпораций, то в Советском Союзе выходит трехсерийный фильм «Приключения электроника». Картина, снята по произведениям Евгения Вилтистова, быстро становится одной из самых любимых среди нескольких поколений зрителей. И хотя фильм создавался для детской аудитории, образ электроника оказался одним из самых запоминающихся роботов своего времени. По сюжету фильма гениальный профессор создает человекоподобного робота по имени Электроник. В отличие от большинства экранных роботов того времени, Электроник не был создан для войны или выполнения узкоспециализированных задач. Внешность робота случайно совпадает с обычным школьником Сергеем Сыраишкеном. Встретившись, мальчик и робот решают поменяться местами. Электроник начинает жить жизнью человека, посещает школу, заводит друзей и постепенно учится понимать окружающий мир. Кроме феноменальной памяти, Электроник обладает невероятной физической силой и скоростью. Благодаря этим способностям он без особых усилий обезвреживает хулигана, что еще раз подчеркивает его искусственное происхождение. А в других эпизодах он легко справляется с несколькими противниками сразу, наглядно демонстрируя превосходство машины над человеком. В школе, заменяя своего приятеля, Электроник демонстрирует свои профессорские знания в алгебре, прекрасно поет, рисует и говорит на иностранных языках. А на уроках физкультуры показывает отличные результаты по физической подготовке. Кульминацией фильма становится противостояние с преступниками, которые пытаются использовать уникальные возможности робота в своих целях. Однако благодаря помощи друзей Электроник одерживает победу и окончательно понимает, что сила человека заключается не в идеальной памяти или сверхспособностях, а в верности, взаимопомощи и умении самостоятельно принимать решения.
Пока Голливуд все чаще показывал роботов как источник опасности или скрытую угрозу, советский фильм представил зрителям образ доброго и отзывчивого искусственного человека, мечтающего не заменить людей, а стать одним из них. Именно поэтому электроник по праву занимает особое место в истории развития роботов в мировом кинематографе.